небольшое предисловие. Так как это видео получилось немножко длинное, 50 с хвостиком минут, я решил простимулировать вас посмотреть его большую часть, спрятав ключ от Steam игрушки. Ключ из 15 символов. Я разобью ключ на 3 части по 5 символов и разбросаю его по этому видео. Так что не надейтесь, что будет в середине, в начале и в конце. Смотрите, ищите, и пусть удача улыбнется вам. Всем привет, с вами Кацанеко. Итак, я все подключил, все настроил. Короче, включал без картриджа приставку, сигнала никакого не было. То есть встроенных игр нет в ней. И начнем с парка. Тут аккуратненько надо отогнуть язычок. Так. Воткнули и... Ага. Так, немножко побалуемся. Ну, у меня стоит 4:3 разрешение. Не знаю, кто-то писал, что картинка... при модернизации картинка растягивается. Ну чё, берем в руки контроллер. Чпок, жмем старт. Здесь нам что выдает? Setup the new game, паспорт, выбор языка. Ох, ё. Я, по-моему, что-то уже выбрал. Ладно. Setup new game. Вот и для проверки нам. При старт то был end. Все. Да, я помню это дело. В общем, смотрите, работает, звук есть. Без тресков. Изображение, мне кажется, немного темное, но это у меня настройки. Я могу поставить стандарт. Картинка стала сочнее. Ну, все работает. Я рад. Вытаскиваем. Вот. Вытаскивается сложно. Следующий у нас идет Double Dragon. Достаем. Пихаем. Так, включаем. Ну. И ничего не происходит. И еще разок. О, я, видать, не довоткнул. Так, музычка такая. Что там за Redsenge или Perenge? Ну, давайте посмотрим. Так, кстати, можно проверить второй джойстик. Опции. Так, уровень. Нормальный. Это, видимо, жизни. Старт. Блин, кого-то убили. Так,
Я, наверное, Биллом играю, да? О. Слушайте, а вот здесь, по-моему, чувствуется, что медленно. По музыке вроде. Я вот точно не могу сказать, потому что их хрен его знает, когда я играл. Так, смотрим второй геймпад. Так, вверх-вниз, А, Б, С. X, Y, Z не работают. Ну даже смотрите, прыжок у него какой медленный. Не, конечно, модить мы ее однозначно будем, то есть вносить модификации. То есть C кнопка вот так ногой бьет, кнопка А кулаком. Если повернуть направо, А это ногой, а С это кулаком. Понятно. Нормальное решение такое. Ну, ладно. Вот вытаскиваться сложновато. Не знаю, я прям такое усилие приношу. Точнее, применяю усилия, чтобы вытащить картридж. Так, Devil Crash. Следующий у нас. Втыкаем. Так. И удивительно все запускается. Сколько они у меня пролежали, блин. Что это за... Это что такое? Ух ты. Press Start Button. Где еще приставка Mega Drive типа? Ага, New Game. Это у нас пинг-понг. А как правым штукой бить? Вот. На крестовину влево и на Б. Крестовина у нас полностью задействована на левую штуку эту. На букву А трясти экран. В общем, такая маньяцкая игруха. Раньше было круто. Там, по-моему, мини-игры куда-то, если шарик закинешь, где зеленая стрелочка. Но я сейчас, конечно, этого сделать не смогу. По всей видимости. Во, куда-то в рот ему закинул. Ну ладно, едем дальше. Опять же, с вытаскиванием сложновато, ничего сломать ничего не хочется. Следующий у нас идет бокс с Bubba and Sticks. Тоже, кстати, прикольная была игруха. Но у нас раньше... Почему у меня бокс этот остался? Мы раньше меняли картриджи. То есть за обмен платили денежку. И менялись. Специально в магазине отдел был. Мы менялись картриджами за деньги. Вот. И я, походу, эту Бубу на что-то поменял. А корпус у меня остался. Ладненько, втыкаем этого The Oz. Ух ты, тоже работает. Чего там? Я помню, слизью такой желатиновой, желейной. Передвигаешься. Sega телевизор. File Oz, Dr. Dikine. Ох ты ж. Чего-то, короче, там на заводе произошло. Это... Ладно. Жмем старт. 95-й год. Справа защищены. Копирайты все, видите, сохранены. Китайцы молодцы. Так, просто The Oz. Смотрим. По-моему, тут слизь надо было. Старт. Это я переключаюсь. Офигеть.
опции. Что это? Музыку слушаешь, что ли? Ну, как-то так себе. Ладно. Ну, прикольно сделано. Для тех времен. Меню крутое меню. Toxic Jump. Part 1. Так. Какие-то гены тут у нас. Вот такой вот лужицы мы тут гоняем. И плюемся. Ну-ка. То есть постоянно надо направо держать. По дефолту он плюет вниз. И вот эти соплики собирать надо, да? Лобысь. Лобысь. О. Вот что-то меня, по-моему, задело. Ну вот по поводу... Ой. Быстро начал гонять. По поводу скорости игры, по-моему, да. Медленно. Модифицировать мы ее, конечно же, будем. Я, наверное, придумаю какой-нибудь... слушайте, у нас же есть сзади какие-то переключатели. Можно же их попробовать попереключать. Так, второй джойстик отсоединяем. Наверное, это надо было проверять на Double Dragon. Ну да ладно, потом проверим. Давайте сейчас еще посмотрим платки. У нас остался Бугермен и что-то непонятное. Следующая у нас платка из бокса. Бугермен с двумя буквами О пишется, по-моему. Сейчас мы это посмотрим. Да, тут, конечно, платку попасть надо. Хо-хо-хо. Зависло. Завис он. Попробуем пропустить. Получится, нет. Что-то получилось. Не, ну, конечно, что зависает, это неприятно, но сколько уже лет этой платки. Вниз нажать надо было. Кстати, да, некоторые даже запустить не могли. It is dark and storm. Ну, тут, кстати, некоторые говорят, что здесь шрифты крутые вот такие вот сделаны. Что для тех времен это было мега круто. Может быть, оно и так. Так. Ова. Козявками можно как отрыжку делать. Можно так и так. Ну, все работает. Прикольно. Да. Козявки, не знаю, отнимаются, нет. Вот это вот слева из носа сопля. Плащ мигающий. Мне, по-моему, один удар можно сделать дополнительный.
Здесь, как мы видим, секрет. Тут не помню, что-то взяли. Жизни, может быть, 2 стало. В общем, вот так. Тут какой-то код, по-моему, в паузе вводить можно было. Что-то такие воспоминания припоминаются. Ох ты ж ее. А, вот, все, пошла плата. Думал, сейчас хрен вытащу. Так, ну и смотрим вот это вот. Топ. Чего-то тут непонятно, что тут. Итак, включаю. И... Ладно. Пробуем еще раз. Ну. Странно. К сожалению, единственная игрушка не запустилась на данной консоли. Не знаю почему. Пробовал баловаться этими переключателями на обратной стороне. Может быть, вот кондеры подсохли вот эти. Хрен его знает. Или что там. Ну да ладно. Фиг с ним. Сейчас я бы хотел достать Double Dragon и на нем проверить все эти переключатели Palm TC. Посмотрим, как изменится. Так, ну-ка. Ага. А сейчас на А переключим. Что-то, по-моему, то же самое. А если регионы переключить, там какие-то были? А если сразу переключать? Ничего не меняет. Проверим. Не, ничего не меняет, как и говорили ребята. Ох, ну что ж поделаешь. Можно, в принципе, тогда вынести перемычку эту, сделать на переключатель, подпаяться на этот и все, если он не работает. Ладно, продолжим. Нужно же проверить посылку из Авито. И начнем мы с NBA Live 97, который имеет функцию записи и у которого присутствует батарейка. То есть она установлена. Но мне неохота доставать прибор, замерять, живая она или нет. Мы это можем проверить на практике и включаем. О. Так, что-то, какие-то надписи есть. EA Sport Electronics Arts. Electronic. Так, 96-й год. Так, Exhibition Mode. Arcade Rules. Ну, у меня, по-моему, была NBA Live 95. Там что было прикольно. Даже скрежет кроссовок по лакированному полу, когда бегаешь. Так. 3-минутный квартирс. Я уже
Ой, так, а что у нас отмена? B-Select. А сменить команду LR Change Status вверх вниз, да? А, или right light. Ладно, назад верните нас. А вот Erase Battery, Create Player, Reorder, Reset Players, Start Exit. Ага, опции. Так, ABC Select, старт, выход. Ага, так, Music, SFX, Crowd. Не знаю, что такое компьютер ассистент. Ага, это типа искусственный интеллект, Slow Motion Dunks, Flower Start Position. Так, On Screen Help, ладно. Ну ладно, попробуем. Что-то аркадные режимы. Выбирайте. Чикаго Буллс, по-моему, крутые самые были. Так, Home. Так, Change. Ну, я не знаю, кем я буду играть-то. Ладно. Написано B переключиться на Home и Away. Вот я переключился, и каких-нибудь тут вон Magic выберем. А, во. Я буду за этих. И что? A плюс C delete user. UD pick name. Что такое? Up вверх-вниз, да? Start new. Flower 1. И left-right pick team. А старт что? Старт это погнали. Так. Ладно, хватит там понтоваться. Кем я играю? Белыми? Да, походу белыми. Все, нам забили. Почему я мэджиками играю? Оба, круто. Я его ударил. Ну что переключаться-то? Падлы перехватили. Ну, какие-то кривые. Так, ладно, тут батарейка не знаю, как проверять. Что-то сильно намудрено с опциями, так что я не буду запариваться. Итак, следующее у нас тоже с записью, с батарейкой игрушка. Myth and Magic 3. Alice of Terra. Меч и магия 3. Посмотрим. Кстати, я тут за кадром вскрыл на NBA Live. Достал батарейку, замерил. Там вообще она должна быть 3-вольтовая, а по факту она дохлая. Там 0.02 вольта на ней. Зато вроде бы оригинальная японская, написано Made in Japan. Так что проверить сохранение у нас нечем. У меня нет таких батареек, но я в будущем куплю. Так, это у нас тут все работает. Здесь тоже батарейка отсутствует. Функция записи имеется. Ну, давайте. Start New Game. Смотрим на черный экран. Во, загрузилась.
кнопка А. Тут у нас вот нажимаю влево, и она через раз, видно, подтормаживает. Вот слышите? Ну как переключается через задержка высокая. Ой, что это такое? Я нажал. Моя не понимать. Ага, налево. О, видали? Бум. Может, так и должно быть, но мне кажется, нет. Сейв. Ну-ка, какого-нибудь сейчас героя попробуем открыть. А что они? А, вот. Давай змея. Так. Максимум. А, это имя его, что ли? Или чего? Максимум M Evil H Orc Knight. Да, конечно, если бы в мои времена такую игруху бы встретил, было бы офигительно. Едем дальше. Ну вот, конечно, бы хотелось бы игра детства все-таки. Rings of Power. Чтобы здесь проверить сохранение. Работают ли они или нет. Какой-то картридж. Конечно, сейчас от музыки испугаетесь. Она тут такая. Naughty Dog. Кто знает. Привет от Uncharted. Да, вот она. Так. Continuum. Ну, хотя саут никаких нету. Да, чувствуется музыка. Замедленная. Ишь, извините, короче, нельзя загрузить. Проконсультируйтесь вашего мануала, короче, посмотреть. Ладно. Тут можно поменять направление движения. В общем, прикольно, а? Прикольно. Не, слушай, по-моему, здесь можно было сохраняться на... Просто при выключении она не сохранялась. Ну-ка, давай-ка. Пройди ты на автомате туда. На кнопку A нажал. Так, тут встал. System. C. Нет. А, вон же мне показывают, что кнопку B надо нажать. Пик. Ой. Автокомп. Save. Yes. Лишь извините. Media Error. Вот такая вот ерунда. Понятно. Вырубаем. Жаль, конечно, без сохранения этот картридж бесполезен, потому что толком не поиграешь, не запишешься. Прогресс сотрется. Я даже, по-моему, сутками приставку не выключали, проходили, потом испугались, что сгорит блок питания, или сам корпус начал сильно греться, мы ее выключили. Вот дальше у нас идет Road Rush 3. Это китайская табличка, картинка. Ага. Что-то много у нас сегодня от электроников. Игруник. Да, это оно. Bike Shop, Game Options. Где-то здесь можно было смотреть. А, вот плеер А 1000 баксов.
Код. Вот. Установить пароль и скопировать пароль. One player mode. Ну я еще не начинал играть, поэтому. Двигатель engine is off. Вон код у меня, паспорт 8C20100M. Что тут? Нельзя скопировать в режиме одного игрока, да? Понятно. Что, прокатимся? На что, ехать? На С? Нет? На Б? Да. Так. Разогнались. Управление вроде появилось. Я по счету 15-й. Иди сюда. Вспомнил, как ногой бить. Назад и С. Вниз. Ногой. На А. Как на правой рукой бить? Налево. В какую сторону поворачиваешь, туда и бьет. Получил. Тоже прикольная раньше игруха была. Кстати, кнопку мод, я знаю, проверить можно только на Lost Vikings игруха, там где 3 викингами управляешь. Там переключать предметы надо было на кнопку мода. Или как правильно мод ее называть. Мы назвали раньше моде. И думали, что в Mortal Kombat на эту кнопку супер удары какие-нибудь можно было делать. Крюк забрал. Так, быстро бежать на что? В общем, понятно. Ясно, понятно. Включаем следующую. Ух ты как. Аккуратненько надо. Следующая у нас Desert Demolition. Roadrunner, Wild и Койот. Про койота и птичку. Койот. Можно выбирать. Давайте койотом. Так. Red Rock Renders. Что-то там. Так, здесь у нас игра на время. Прикол, да? Обижать. Как? Лучше бежать. Где-то птичка. Не знаю, как ее поймать можно. Все, время кончается, капец. Иди сюда. В общем, понятно, да? Все работает. Едем дальше. Как раз футбол. Капитан Цубаза. Вот это четко зашел картридж. Даже щели по бокам есть небольшие. И он у нас не запускается, да? Беда, печаль. Еще разок.
Жаль, конечно, но что поделать. Я рассчитывал, что запустится. Так, побалуемся с переключателями. О, прикиньте, переключатель в положение из положения А в положение Б включил, и что, нам только Сегу показало, все что ли? Да. Нет, слушай. О, точно. Надо было японский регион включить. Это переключение регионов, да, получается. Вот первое у меня стояло положение 1. Я вообще не понял. Да нет, это просто... Ну-ка, все как было. Все переключатели в изначальное положение. Все-таки нет. Все-таки надо режим Б включить. Да. Режим Б это у нас... Хер его знает. Пал, наверное, да. Вот. Ну, с той платки я тоже вам говорил, что баловался с регионами, переключал всяко разно, никак ничего не получалось. К сожалению, название игры я вам точно сказать не могу. Play Time Select. Ну да, это должен не Кетсу, а что там сверху? Непонятно. Да, не Кетсу. Футбол. Эй, а где я? Так, это бить. Это прикольно, футбол, кстати. Эй. А как мне переключиться на другим? Блин, почти забили. Как бежать? Быстро бежать. Почему-то я только одним игроком... О, видали, у меня какой-то огонь был. Во. Непонятно. Не совсем понятно. Эй. Так, мои белые. Ого. Давай, свой. Ну чё вы. Ладно. Все работает. Итак, у нас пираты темной воды и Pirates Dark Water. Как-то так. Включили. Смотрим. Работает. Ого, переведено. Группа Шедевр. На русском языке, что ли? Нифига себе. Это новодельные уже, видать. Ну, хоть копирайты не подтирают этих. Группа Шедевр это вообще чуваки давно, короче, занимаются переводом игр, и иногда их на переводы воруют. Просто на сайте доступны в свободном пользовании. Зашел, скачал какой надо. Воруют и выдают как за свои, там, каким перевод там от Мегера, там еще что-нибудь такое в этом духе. Вот это огорчает, конечно же. Так, кстати, регионы я не переключал. Тут вроде звук
Не знаю, нормально, что ли. Пал же у нас получается. Сейчас, да, пали. А ну-ка я сейчас на NTC переключусь. NTCC. Ну давай, студия Грант, при содействии студии Грант. А, ну тут, наверное, уже впихнули студию Грант. Да, нет, так же все осталось. Хорошо. Джунгли. Начинаем мы сначала в джунглях, потом World Map of Mare. Хорошо, поехали. Послушай Нила. Выбрать героя. Фрэм, Тула, Йос. Да, самый молодой. Родина остров Акталпон или Акталон. Всегда готов. Девиз. Храбрость, приключения и свой меч любит. Тут, по-моему, кстати, вот в этом лесу можно половинку меча найти и потом гонять уже с полным мечом. То есть у него изначально меч сломанный. Так, у нас пока ничего нету, да? Вернуться, позови Нидлу. Ну, мне арбузов нету, да? Или что, прилетит? Ух ты, персонажа можно поменять. Ох, я так голоден, я обессилен. Короче, да, когда мы соберем, по-моему, 10 арбузиков надо собрать, тогда только он нам сможет сменить героя. То есть можно в любой момент игры поменять. Ну, это же мы тут, конечно, читать не будем. Здесь, по-моему, можно спрыгнуть. Как прыгать? Не хочет прыгать. Или я уже не помню, как спрыгивать. Да нет, вроде вниз прыжок. Вот один арбузик мы собрали. Видите, сейчас у нас всего один. Когда наберем 10, тогда он... Кинжальчики. Ну что кидать? На С. Почему тогда я не смог? Здесь же где-то. О. 2 жизни. Ну, в общем, как-то так. Прикольная игрушка. Идем дальше. И у нас осталась Дюна 2. И она, по-моему, тоже на русском языке, если не ошибаюсь. Вот тут. Вот здесь где-то написано. Во-во. Дюна 2. Как бы первая часть не выходила на Сеге, сразу вышла Дюна 2. Вторая часть. Битва за Аракис. И что-то не хочет. Сейчас мы... О! Не довключил. А вот это уже нехорошо. Это у нас уже завис он идет. Ну, картриджи старые. Да. Dune. Battle for Arrakis. Почему не знаю, Дюна 2 написано, а тут вообще Дюна написано. Хардконнены будем. Какой лысый злой дядка. Жестокость. Вот уже много лет безжалостный дом Хардконнеров наводит ужас на всю вселенную.
Тут принимаем. Destruction Fleet. Давайте уже нам. Текс. Ну и что тут? Заходим сюда, нажимаем B, строим плит. Ой, зачем я строю еще одну? Ремонт, стоп. На цену было нажать, да? Станция. На А нажимаем. Станция строится. Энергетическая. Так, на С, по-моему. Блин. Эй. Давай. Никнаус. А вот С зажимаешь и быстро перемещаться. Я думал, как. Дальше у нас открывается хайвестеры, это заводы. Лучше ставить на плиту, потому что жизни будет у станции меньше. И еще одну плиту. Так, на нас опять атакуют. Ставим станцию. Блин, здесь еще тот чувак с базукой, по-моему. Давай. Нет. Да, с базукой. Так. Ставим сюда. Сейчас нам привезут добывающий, как он правильно называется, добытчик спайса. Специй. Он сам поедет, найдет и будет выкачивать. Кстати, им можно давить противников, пехоту легкую. Здесь, конечно, лучше места вот такие покраснее искать. Тут он быстро накачает. И в первой миссии нужно собрать 1000, по-моему, что ли. В правом углу у нас отображается этих кредитов или чего там. Валюта местная. А может, специи. Скорее всего. В принципе, все его можно отправлять. Он там подсосал нехило так. Хотя он не полный, видите, оранжевая полоса под его зеленой. Сколько он набрал нам? Маловато, значит. Здесь оси побольше. А можно... Ну, это у нас стоит, конечно, 400 денег. Энергии 30. А фонотека. Сейчас Сплурджиола, помню, пароль такой на монеты. На день мужики. Что там фокус у нас? Качаем. Там в уголку у нас забился. Над цифрами 392. В правом углу карта у нас. Я не знаю, я всегда красными играл, мне нравилось. Либо синими. То ли у них техника круче была, то ли что, я уж точно не помню. Вот смотрим у него сколько закачалось. Сейчас вот до половины докачает. А может пусть полный вкачается. Эй, ну-ка давай сюда. Да я его на точку послал. Все. Он едет на базу. А нет, еще вкачивается. Тут, кстати, в песке могут всякие червяки бродить. Кто смотрел фильм, знает. Кстати, у разных
раз в разные техника. Как, ну, по внешнему виду и по функционалу. Все, поперли монеты мне. Спайс потек, посыпался рекой. Ну все, мы сейчас победим. 1000 набрать, по-моему, надо, да? Нет? Да? Да, 1000. Первая миссия. Я просто помню. Там каждая миссия описывается, что нужно сделать. Точнее, перед игрой. Ну вот, хорошая работа. Продолжай служить нам, и тебя ждет достойная награда. Вот, на время 5 минут. Присвоено звание «Пустынный червь», собрано спайса. Уничтожено войск, строение. Вот, статистика подходит. Покорение Аракиса продолжается. Великие Хардконнены смогли держать свою первую победу. И пароль Demolition. Прикольно, что пароль на английском языке. Обычно тут, если переводят, то... Ой. И эти меняются какого? Ну, символы. То есть они, шрифты перерисовываются вместо английских букв. Точнее, вместо латиницы вводится кириллица. Поэтому с кодами проблема в русифицированных версиях. Ну-ка. Ввести пароль. Да, смотрите. Молодцы, ребята. Спор. По-моему, такой был. Деньги должны течь рекой. Да, смотрите, в правый угол, внимание обратите. Нафига я помню даже этот пароль. Никуда не подглядывал. О, 6 штук надо было набрать. Понятно. Ну да ладно. В общем, я проверил игры, которые я купил у человека. Все рабочие. Спасибо ему, что не обманул. Ну и, собственно, мои игрушки из 90-х тоже. Практически все запустились на 99%. Игры рабочие. То есть одна платка у меня не запустилась. Я даже не знаю, что там за игра. И рабочая ли она вообще была. Хрен ее знает. Ну да ладно. С вами был Кэцунеку. Подписывайтесь на канал, если вы у меня впервые. Ставьте палец вверх. Мутный палец. В общем, увидимся. Кстати, в следующем видео я ее все-таки модифицирую, эту консоль. Так что всем пока.